Кету в Накшатре Критики и прошлая жизнь. Третья Накшатра Критика расположена в знаках Овен и Телец. Планетарный владыка – Солнце, главенствующее божество Агни, бог огня. Символы Накшатры – бритва, топор, клинок, нож – все, что разрезает. Накшатра расположена в созвездии Плеяд, и мифологически эти Плеяды рассматриваются как жены великих мудрецов. Так как в этой Накшатре главенствующее божество Агни, то возможна трансформация двумя путями – огонь очищения и огонь разрушения. Когда человек проводит ритуалы и призывает предков или богов, которые могут прийти и очистить его грехи и плохую энергию в доме. Другой огонь – это огонь, который не имеет контроля. Он может пройти путь от маленькой спички до сжигания целого леса. Оба выполняют работу по очистке и очищению, но один из них вызывается, а другой выходит из-под контроля. Огонь – это та стихия, которая очищает воздух, убивает все бактерии и вирусы. Элемент огня также должен возвысить душу до более высокого измерения, потому что огонь – это единственный элемент, который никогда не смотрит вниз, независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете горячее полено. Он всегда будет гореть вверх. Человек удерживает внимание на одной единственной цели жизни – идти вверх. Человек-критика – искатель истины, потому что он хочет пробиться сквозь все и добраться до сути. По природе может быть резким, язвительным, прямолинейным, правдивым и проницательным. Символом этой накшатры является нож, который можно разрезать как правду, так и развязать войну. Человек не только способен очищать собственное сознание, но и помогать другим людям избавиться от того, что мешает им прогрессировать духовно. В прошлой жизни человек относился к касте брахманов, которая символизирует духовность, образованность, знания. Несмотря на то, что эта накшатра также воинов, кшатриев, человек не мог сражаться за то, что неправильно или нечестиво. Человек сражался за благое дело только после того, как обретал все знания об обстоятельствах, связанных с их битвой. Человек был представителем высшего звена и мог занимать самые высокие посты в династии фараонов, королей, президентов, священнослужителей. Символом накшатры также является павлин, который обладает исключительной красотой. Человек был экстраординарно удивительной красоты, очень редкой, как драгоценный камень. Все, что представлено этой накшатрой, очень красиво и драгоценно. Это как красивая роза, у которой есть шипы. Поэтому это показывает, что в жизни человеку было необходимо получить самое прекрасное или достичь успеха в жизни, и он боролся, прошел взлеты и падения. Если раньше, чтобы стать королем или получить что-то, необходимо было сражаться, приходилось вести войну, и человек должен был побеждать. Чтобы получить лучшее, надо противостоять препятствиям и усердно работать. Ничего не дается легко. В этой жизни кету проявляется в том, что прошлое человека в этой жизни не волнует. Он не зацикливается на тех вещах, которые были в прошлой жизни, на статусе, величии, достижениях, победах. Это не сможет его сделать счастливым. Он не привязан в этой жизни ни к чему, кроме духовности. Критика в Овне показывает, что в прошлой жизни человек был прямолинейным, хотел достичь чего-то великого и, возможно, погиб из-за острого предмета. Кто-то убил его в сражении или при других обстоятельствах. Человек был королем или членом знатной семьи. Человек мог мечтать построить храм, собор, но не смог завершить строительство в связи с тем, что погиб. Какая-то мечта, цель, которая не смогла быть полностью достигнута в той жизни, которую человек может осуществлять в этой жизни. Человек был очень заботливым, эмоциональным и любящим, но никогда этого не показывал. Вел себя, как будто ему все равно, скрывал свои эмоции под жесткой оболочкой. Человек думал, что другие люди могут злоупотреблять его чувствами и положением. Так как кету соединяется с Солнцем, у человека не будет большого эго. Человек захочет сделать что-то бескорыстно для общества или будет бороться за людей, особенно когда критика расположена в знаке Тельца. Это может быть как исправление какой-то ошибки из прошлой жизни. Человек не способен терпеть несправедливость или несовершенство, которое произошло в прошлой жизни. Человек был очень креативным, романтичным, в отношениях прямолинейным и очень сильно был вовлечен в семейные дела. Что-то произошло, или любовь человека не была взаимной, или материальные желания не были исполнены. И в этой жизни человек ограничивает свое творчество, у него не хватает уверенности. Человек на самом деле хочет бороться против несовершенства, несправедливости по отношению к нему. Но он не знает, как это сделать, потому что кету безголовый, у кету нет головы. У кету нет направления. Здесь нужна поддержка других планет. Если кету получает поддержку других планет, у человека будет направление, что он поймет, что он должен сделать и как. Если нет поддержки, то человек легко попадается влиянию других людей, и тогда не сможет сосредоточиться на цели, которую хочет достичь. И что угодно сможет легко отвлечь от его цели. Человек проходит через духовное пробуждение с этим расположением,
потому что критика управляется Агнием, поэтому очищение происходит в этой накшатре. В прошлой жизни человек очень хорошо готовил и мог быть превосходным поваром. Возможно, человек взял в свое управление очень много семейных обязанностей, и у него совсем не было времени на себя, или наоборот, был эгоистичным, прямолинейным, обижал других. Поэтому в этой жизни тогда должен стать более скромным, мягким и осторожным. Честность – это хорошо, но когда человек становится очень критичным, когда говорит всю правду, то это причиняет кому-то боль, задевает эмоции другого человека. Поэтому необходимо держать баланс. Кету также острый, может отрезать как нож и находится в острой накшатре. Необходимо сосредоточиться на позитивной стороне в своей жизни. Человек очень сердечный, милый и хороший друг, помогает нуждающимся людям, но он становится врагом для плохих и нехороших людей. Человек гордый, вспыльчивый, но гнев его длится всего несколько секунд. Критика иллюстрирует скорее гнев Солнца, чем гнев Марса. В прошлой жизни была тема усыновления. Либо человек был усыновлен и воспитывался вдали от биологической матери, либо он сам был приемным родителем и покровителем чужому ребенку. Человек может уехать в чужие страны или держаться подальше от места своего рождения. У человека есть естественные управленческие качества, он прирожденный лидер. Профессии – отличные повара, так как два символа нож и огонь представлены данной накшатрой. Символист бритвы также говорит об острых или заточенных инструментах и о работе, выполняемой с их помощью. Иглотерапевты, портные, цирюльники, мясники с огнем – духовные представители, проводящие огненные церемонии и ритуалы. Работа в высших эшелонах власти, главнокомандующие, военачальники, президенты, генеральные директора, духовенство. 4 пады критики. Стрелец. В прошлой жизни человек получил огромные знания. Человек очень религиозный и духовный, и верит в Бога. Козерог. Человек очень эмоциональный, чувствительный. Необходимо стать в этой жизни позитивным. В прошлом человек мог испытывать какой-то страх, и поэтому негативные мысли могут приходить на ум, и чего-то человек может опасаться. Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и продолжать делать хорошую карму в этой жизни. Водолей. В прошлой жизни человек был вовлечен в общественные группы, и в этой жизни человек не будет заботиться о деньгах и богатстве. Рост души очень важен для него, истинная любовь очень важна. Рыбы. Человек был очень духовным, скромным, очень приятным, боролся за правду, боролся за правоту. Человек никогда не причинял никому вреда преднамеренно, говорил правду, но всегда заботился о том, чтобы это не причиняло вреда людям.